Всем привет! В этом видео отвечу на довольно частый вопрос, какими нитками прошиваю свои изделия. Постепенно перехожу на нитки компании Macy. Они производят очень качественные нити как для ручного, так и для машинного шитья. И в этом видео уже поделюсь своими ощущениями от ниток данного бренда. Сразу скажу, что это лучшие нитки, которыми я когда-либо пользовался. В сравнении с бюджетными, теми, которые есть в свободном доступе на рынке. Но это просто как бы другой уровень качества и другой уровень ниток. Если говорить о недостатках, то в принципе здесь мне особо сказать нечего. Для меня, можно так сказать, недостаток — это лишь стоимость этих ниток, но я понимаю, что хороший продукт, хороший материал для работы, он и должен, соответственно, оцениваться. Ну а теперь о преимуществах, ради которых стоит и переходить на хорошие качественные нити. В первую очередь, то, что меня покорило, это катушки, их механизм с фиксацией нити. То есть, после того, как отрезали себе кусочек, обратно сюда вот заворачиваем, защелкиваем, нитка у нас фиксируется, уже не раскрутится. И это такая приятная мелочь, но она подкупает. Катушки есть разного, так скажем, объема. Удобно, что есть небольшие катушки, которые можно купить там в разном цвете, к примеру, и уже экспериментировать, использовать, так скажем, в небольших объемах именно нитку, то есть не тратиться на большие катушки. Если, допустим, там шьем большие изделия и они более там какие-то идут партиями, в общем, более как бы серийные, то есть катушки большого объема и тоже как бы удобно их заказывать, работать. То есть под себя можно уже сделать какой-то выбор. Еще такая приятность от магазина — это то, что они присылают образцы ниток, образцы разного цвета, разной толщины. Полезность таких образцов в том, что бывают изделия, вот, к примеру, как данный ремешок, где нужна, допустим, не очень популярная, по крайней мере у меня, зеленая нитка, и мне здесь было нужно совсем чуть-чуть, покупать катушку нету смысла. Поэтому образец меня выручил, я вот прошил ремешок и все, больше мне, допустим, зеленой нитки не нужно, и я как бы на это особо не тратился. Следующее, что хотелось бы отметить, это огромное количество цвета ниток и оттенков. Можно видеть, вот, допустим, 3 коричневых нитки разного оттенка, то есть возможны различные вариации сочетания цвета кожи и ниток или цвета краски для торцовых ниток. Видел много мастеров именно комбинации таких различных цветовых вот решений. Они выделяют свои изделия, это выглядит круто. И данные нитки позволяют вот экспериментировать именно с дизайном своих изделий, делать их более уникальными. Касательно самого цвета ниток, цвет очень насыщенный, то есть нету бледности, нитки устойчивы к выгоранию, окрашивание качественное, минимум каких-то перепадов именно в окрашивании, то есть нет там светлых, темных участков. Допустим, если отбросить тот факт, что эти нити как-то лучше окрашены и у них много различных цветов и оттенков, что многим мастерам не так принципиально важно, потому что используют в работе только коричневые, допустим, и черные нити, то неоспоримым преимуществом именно компании Macy перед бюджетными нитками есть то, что у них в наличии существуют вот разные толщины ниток. Допустим, то, что я нашел самое бюджетное и самое тонкое на рынке Украины, это толщина 0,8 мм. Вот. То у Macy есть нити от 0,35 миллиметра и выше. Они соответствующе маркируются, то есть вот здесь толщина 0,45 мм, 0,55 мм, 0,65, 0,8, есть 1 мм нитки. Для наглядности есть у меня
такие зажимы для денег на магнитах. Вот. Прошивал их французским швом и использовал нить 0,45 мм. То есть с этой стороны вот ее практически не видно, с этой она более явна. Согласитесь, что если, допустим, здесь были бы миллиметровые отверстия от круглого пробойника и нить 0,8 мм, то изделие выглядело менее эстетично. Поэтому для вот таких вот различных мелких работ, то есть нужны все равно потоньше нити, и они в определенных случаях очень многое решают. Теперь с личного опыта несколько характеристик, о которых я реально задумался только когда прошивал большую дистанцию, ремень мелким швом. Значит, нитки Мэйси, они устойчивы к повреждениям, то есть на больших дистанциях они не лохматятся, вот, как более бюджетные, я думаю, все понимают, о чем я говорю. Потом у этих ниток равномерная толщина по всей длине, то есть нету таких перепадов, что в одном месте нитка толще, в другом тоньше. Если они где-то есть, то я этого не заметил. Есть линейка ниток, которые устойчивы к раскручиванию, то есть они не раскручиваются во время работы. Нитки Мэйси, они не тянутся, и это как бы принципиально важно именно в прошивке ремней, то есть никакого растяжения даже в дальнейшем использовании изделий не будет. Об этих нитках можно говорить и говорить, не буду затягивать видео. Нитки реально хорошие, и многие мастера классные пользуются этими нитками в своих изделиях. Это для меня тоже показатель. Я слышал много хороших отзывов, и в принципе сам ничего как бы плохого не могу сказать об этом материале как бы для работы. И это не просто слова, за видео мне никто не платит. Пытаюсь поделиться с вами полезной информацией, которая максимально качественно отразится на ваших изделиях. Более подробно по этим ниткам можно проконсультироваться в магазине, который их продает. Ссылку на их страницу в Facebook я оставлю под видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы, постараюсь писать подобные обзоры на те материалы и инструменты, которыми пользуюсь в работе, которые уже проверенные мной. Так что спрашивайте, и если такие видео полезны, ставьте лайки, подписывайтесь, и спасибо за просмотр.